Этим строителям досталась непростая задача. Они должны были возвести дом на скалистом склоне, а путь к нему был длиной 80 метров и представлял собой узкую тропу, извивающуюся между крупными валунами и густыми зарослями кустарника. Это означало, что все материалы приходилось носить на склон вручную, что было не просто тяжело, это было изматывающе и опасно, особенно в дождливую погоду, когда земля становилась скользкой, а камни предательски катились под ногами. Каждый день начинался для рабочих с изнурительных подъемов и спусков по этому крутому склону, а ошибки могли стоить серьезных травм. К счастью, у подножия холма для них обустроили 2 специальных парковочных места только для строителей и грузовых машин с материалами. Там установили знаки, строго запрещающие парковку посторонних, чтобы эти места всегда оставались свободными для подъезда грузовиков и облегчения разгрузки. Однако неподалеку находился детский сад, и многие родители, которым было лень искать свободное место, начали оставлять там свои машины незаконно сразу после начала стройки, несмотря на предупреждающие знаки и просьбы рабочих. Когда рабочим требовалась парковка для приема и разгрузки материалов, они старались действовать максимально вежливо, подходили к водителям, объясняли ситуацию и просили переставить автомобили. Чаще всего этого хватало, и люди понимали, что на кону безопасность и бесперебойность строительства. Но в тот день все пошло не по плану. На одном из этих мест стоял темно-синий внедорожник, и в нем сидел мужчина, который, судя по всему, ждал, когда его ребенок выйдет из детского сада. Прораб по имени Сергей подошел к водителю и спокойно, без агрессии, объяснил, что тот припарковался на месте, предназначенном исключительно для доставки стройматериалов. Сергей постарался подчеркнуть, что ситуация срочная. Грузовик с важными балками и досками для перекрытий уже подъезжает, а разгрузка займет не меньше часа. В этот момент зазвонил телефон. Это был водитель грузовика, сообщивший, что он будет на месте через несколько минут. Сергей вновь обратился к мужчине с просьбой срочно освободить место, но тот лишь раздраженно поморщился и, не скрывая злости, ответил: «Я занял место первым, а вашего грузовика здесь еще нет. Значит, ищите другое место». Через пару минут за поворотом показался массивный грузовик с надписью «Мосстройтранс», медленно и тяжело поднимающийся на небольшую горку, чтобы остановиться у стройки. Сергей снова посмотрел на мужчину, но тот поднял стекло и сделал вид, что не слышит больше ни слова. Сергей, из последних сил сдерживая раздражение, улыбнулся и помахал ему через стекло. Мужчина нехотя приоткрыл окно и раздраженно крикнул: «Я уже все сказал, ищите другое место». Сергей предпринял последнюю попытку договориться вежливо и без конфликта, но мужчина лишь усмехнулся и добавил с насмешкой: «А вы не можете просто разгрузиться где-то рядом? Это же не так сложно». И повернулся к телефону, показывая, что разговор окончен. Ошарашенный подобным хамством, Сергей быстро оценил ситуацию и придумал план. Он отошел в сторону и дал четкое указание водителю грузовика Ивану припарковаться как можно ближе к машине нарушителя, чтобы полностью заблокировать ее и не дать возможности уехать. Сначала мужчина не сразу понял, что произошло. Он продолжал сидеть в машине, но когда через несколько минут из дверей детского сада выбежал его маленький мальчик, он осознал, что водительская дверь теперь не открывается. Кузов грузовика оказался так близко, что пространство между машинами стало меньше нескольких сантиметров. Ему пришлось неловко перелезать через пассажирское сиденье, рискуя удариться самому и ушибить ребенка. Когда он, наконец, усадил мальчика на заднее сиденье, его злость достигла пика. Он выскочил из машины, буквально кипя от ярости, и закричал на рабочих: «Мне срочно нужно ехать! Уберите свой чертов грузовик прямо сейчас!» Но прежде чем Сергей успел что-либо сказать, вмешался Иван, сохранив абсолютно спокойный вид. «Сожалею, гражданин, но это невозможно.
Мы уже начали разгрузку, а по политике нашей компании я не имею права сдвигать машину с незакрепленным грузом. Извините». Мужчина пришел в бешенство, начал кричать еще громче, перешел на оскорбления и угрозы, в отчаянии размахивал руками и топал ногами по асфальту. Именно в этот момент к месту событий подъехал автомобиль службы парковочного контроля. Из него вышел инспектор по имени Антон. Сергей, увидев его, не удержался и повторил мужчине его же слова с ехидной улыбкой. «А вы не могли бы просто объехать? Это ведь не так уж сложно». Мужчина, охваченный паникой, завел двигатель и начал безумно пытаться выбраться. Он резко сдал назад, ударившись о борт грузовика, затем попробовал заехать на бордюр, чтобы обогнуть преграду по тротуару, но застрял, беспомощно буксуя на мокрой траве. Из салона слышались крики с нецензурными словами. Ребенок на заднем сиденье испуганно плакал. Инспектор все это время спокойно наблюдал за ситуацией, затем подошел к машине и потребовал, чтобы мужчина вышел. Нарушитель стал что-то мямлить, придумывая оправдание и перекладывая вину на строителей, но когда понял, что инспектор видел все своими глазами, на его лице отразился настоящий ужас. Антон вызвал наряд, и мужчину арестовали за создание угрозы жизни ребенка, неосторожное вождение и повреждение чужого имущества. Как оказалось, он был лишен прав за пьяное вождение несколько месяцев назад. Ребенка забрала бабушка, а мужчину доставили в участок. Эта история еще раз доказывает: иногда одно высокомерное решение и несколько минут упрямства могут обернуться настоящей чередой катастроф, последствия которых аукнутся надолго. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.